Привет! Меня зовут Лена. В этом видео я поделюсь с вами рецептом самого летнего и легкого десерта – меренговый рулет с клубникой. Летом, как только появляется настоящая вкусная клубника, я с радостью готовлю этот невероятно легкий и воздушный десерт. ПП-вариант готовится совсем несложно и получается очень вкусным, если знать некоторые секреты. Посмотрите на его калорийность. Это, пожалуй, единственный десерт, который действительно вкусен при такой калорийности. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Белки, эритрит, подсластитель, кукурузный крахмал, мягкий творог, сухое молоко, лимонный сок, соль, натуральный экстракт ванили, вода, желатин и клубника. Для декора я использовала крем на основе рикотты и подсластителя, клубнику и мяту. Друзья, большое спасибо за ваши лайки и за добрые слова в комментариях. Они всегда вдохновляют меня на новые рецепты. Первым делом нужно тщательно измельчить эритрит. Посмотрите, этот подсластитель, как правило, идет крупинками. Если начать взбивать белки с таким эритритом, эти крупинки не растворятся и останутся хрустеть на зубах. Можно сюда же добавить 16 грамм интенсивного подсластителя, у меня это пребиосвит. И измельчаем до состояния пудры. Вот такая мелкая пудра должна получиться. Теперь займемся белками. Понадобятся белки 5 крупных яиц. По весу должно получиться 190 грамм. Это количество рассчитано на 1 противень. Всыпаем в белки смесь подсластителей и начинаем взбивать на средней скорости до получения однородной пены с мелкими пузырьками, примерно 3 минуты. За это время оставшиеся крупинки эритрита растворятся полностью. В этот момент можно вливать 6 грамм сока лимона. И увеличиваем скорость взбивания на максимум. В этом рецепте обязательно нужно использовать именно эритрит. Это объемный подсластитель, именно это качество нам важно. Он, подобно сахару, делает взбитые белки более стабильными. У эритрита есть еще одна особенность. Кроме сладости, он дает легкий мятный холодок. Поэтому желательно сочетать эритрит с другими подсластителями, чтобы этот эффект не был слишком выражен. А конкретно в этом летнем десерте такой холодок идет только в плюс. Взбиваем до жестких пиков. Вот такая консистенция должна получиться. В белковую массу просеиваем крахмал. И можно на низкой скорости немного размешать венчиком. Домешиваем лопаткой, если требуется, до однородности. Вот такая пушистая нежная масса у нас получается. Распределяем ее по противню ровным слоем. Здесь я вам рекомендую использовать силиконовый или тефлоновый коврик, любое покрытие, к которому точно не прилипает тесто. С бумагой для выпечки лично у меня отношения не складываются, но если вы знаете надежную марку, можно попробовать. Отправляем в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку на 15 минут. За это время как раз можно приготовить крем. Все ингредиенты для крема должны быть комнатной температуры. Соединяем в блендере 475 грамм мягкого творога, 70 грамм сухого обезжиренного молока, 16 грамм подсластителя, 6 грамм лимонного сока, 2 грамма экстракта ванили и 1 грамм соли. И смешиваем с помощью блендера в гладкую массу. Вот такой вкуснейший творожный крем у нас получился. Я рекомендую вам использовать именно такое сочетание ингредиентов. Сухое молоко, соль, сок лимона и ваниль создают все оттенки вкуса и прекрасно сочетаются с любой ягодой. В этот крем добавляем 5 грамм желатина, замоченного в 30 граммах воды. Я его уже растопила. Тщательно размешиваем. Если ваш крем был холодным, то желатин может свернуться. Если это произошло,
Тщательно помешивая, прогрейте крем до однородности, но не нагревайте выше 40 градусов Цельсия. Как видите, этот крем еще жидковат, поэтому перед нанесением на корж его желательно слегка остудить в холодильнике. Корж выпекался 15 минут. Потом я приоткрыла дверцу духовки для постепенного охлаждения, еще примерно на 15 минут. Мне нравится вот такой красивый рисунок на рулете, слегка подкрашенный температурой, но при этом остаются выраженные белые полосы. Переворачиваем корж на другой коврик, лицевой стороной вниз. Наносить крем нужно сразу, когда корж еще едва успел остыть. Как раз крем немного остудился и стал чуть гуще. Распределяем его ровным слоем и выкладываем клубнику. Я выкладываю рядами, чтобы все было по-честному и в каждом кусочке рулета было достаточно ягоды. Сразу закручиваем рулет. Очень удобно скручивать с помощью силиконового коврика. Он фиксирует ваш рулет по всей длине, а руками в это время можно подгибать и выравнивать. Слегка прижимайте рулет, чтобы он плотно соединялся с кремом. Вот такой ровненький рулетик получается. Он очень нежный, и чтобы его перенести, подложите доску или подложку прямо под коврик и немного передвиньте рулет, вытаскивая коврик. Отправляем рулет в холодильник на 2-3 часа. Для украшения я сделаю простой крем на основе рикотты. 200 грамм рикотты смешиваем с 4 граммами подсластителя. Тщательно размешиваем. И перекладываем в кондитерский мешок с фигурной насадкой. Итак, рулет застыл, можно украшать. Срезаем неровные края. И покрываем произвольно кремом. Украшаем ягодками и листьями мяты. Очень простой и самый подходящий декор такому десерту. К тому же мята отлично оправдывает холодок эритрита внутри. Если вы выкладываете на простую круглую подложку, то оптимально будет разрезать рулет по диагонали и выложить его половинки. При такой подаче очень красиво выглядит разрез. Посмотрите, как это красиво! На мой вкус, вот меренговый рулет — это просто лучший десерт в жаркий летний день, наравне с мороженым. Давайте разрежем его. Какой же он нежный и воздушный. Корж и крем почти сливаются по текстуре. Здесь очень тонко подобрано количество желатина, крем мягкий и воздушный. Подавайте этот рулет сразу. Десерты со свежими ягодами не должны долго храниться.